Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео мы обговорим тему беспроводного подключения к интернету, используя технологию Wi-Fi. Особенно это будет полезно владельцам десктопных компьютеров, так как они, как правило, подключаются к интернету, используя сетевую карту и обычный сетевой кабель. Это не всегда удобно, и иногда хочется подключиться без провода, как, например, мы используем подключение на смартфоне к Wi-Fi, либо на ноутбуке. Если вы владелец десктопного компьютера, то в лучшем случае вам может повезти, и у вас какая-нибудь дорогая материнская плата высокого ценового сегмента, где уже может быть встроенный адаптер Wi-Fi, и тогда у вас никаких проблем нету, вы просто устанавливаете операционную систему, драйвера и без проблем подключаетесь к вашему Wi-Fi роутеру, ну либо другой Wi-Fi точке. Но если у вас материнская плата, скажем так, среднего ценового сегмента, либо более дешевого ценового сегмента, то никаких адаптеров у вас в принципе нет, и у вас только интегрирована сетевая карта, да, и подключение через обычный интернет-кабель. Что в таких случаях можно сделать? Ну, для десктопных компьютеров и материнских плат в десктопах я насчитал 3 основных способа подключиться к Wi-Fi точке для использования беспроводного интернета. Первый способ — это используя USB адаптер. Это USB адаптер, который позволяет подключаться к Wi-Fi. Вы его втыкаете в любой свободный USB порт и устанавливаете драйвера, и все, у вас реализуется подключение к Wi-Fi. У меня, к сожалению, сейчас нет такого доступного адаптера, поэтому в этом видео мы просто упоминать его не будем и пройдем дальше. Второй метод — это использование вот такого модуля, который подключается через слот M2. Довольно многие материнки, у них есть такой встроенный слот M2, куда вставляется этот модуль. Опять-таки устанавливается драйвера и можно подключаться к точке Wi-Fi. Также тут еще можно вот рассмотреть, давайте я покажу. У нас есть 2 разъема. Вот сюда подключается антенна. Это в том случае, если вы хотите нормально использовать Bluetooth подключение, а также если у вас, допустим, компьютер находится далеко от роутера, либо сам роутер не очень мощно раздает сигнал Wi-Fi, поэтому необходимо будет подключать антенну. Но в некоторых случаях, если у вас роутер раздает мощный Wi-Fi сигнал, и у вас компьютер находится, десктоп, корпус недалеко от точки, то иногда Wi-Fi может работать даже без подключения антенн. Но в любом случае, если вы хотите использовать возможность подключения через Bluetooth, антенка будет нужна. Очень удобный модуль, да, вставляется он в материнке M2. Такие модули бывают разных интерфейсов. Поэтому, когда будете его покупать, если вдруг захотите, нужно будет сверить интерфейс, который используется на вашей материнской плате, с тем, который реализуется на таком модуле. Очень маленький модуль, подключается просто, вставили, да, и в принципе забыли, да, только нужны еще и драйвера. Также такой момент, что данные модули поддерживаются операционными системами Windows 10 и Windows 11. Более старшими, ну или младшими Windows, смотря как считать, ну то есть 7, 8, они не поддерживаются. Также у вас, скорее всего, возникнут проблемы при подключении данного модуля, если вы используете какую-нибудь операционную систему Linux. Про драйвера под Linux я, честно говоря, для таких модулей не слышал, но если они существуют, обязательно напишите об этом в комментариях. Далее. Ну и вот третий вариант, это вообще вариант, если ваша материнка не поддерживает в принципе ни модуль M2, подключения нету встроенного модуля Wi-Fi, есть только свободные PCI-Express слоты, то вот для ваших услуг вот такой адаптер, он подключается в любой PCI-Express свободный слот, начиная от PCI-Express 1, но в принципе может подключаться и в полноформатные
слоты больших размеров PCI-Express там 8X, 16X. Вставляется он в материнскую плату. Можете выбрать любой PCI-Express разъем на вашей материнской плате, который вам удобен, исходя из конфигурации вашей платы и подключенных других устройств. Также данные модули, как правило, реализуют возможность подключения Bluetooth устройств. То есть это фактически еще и Bluetooth адаптер. Таких модулей, такие адаптеры такого формата, которые подключаются через PCI-Express, их довольно много. Они бывают разных видов. Ну, конкретно я в этом видео буду рассматривать адаптер PCI-Express, Wi-Fi адаптер для подключения к PCI-Express. Это у нас модель Fenvi AX210 PCI-Express Kit, да, так называется этот набор. В общем, он состоит, вот как видите, с самой платки. Дополнительно у нас в наборе идет такой кабель, собственно говоря, инструкция. Ну, это кулечек от платы. У нас есть сменная панелька для подключения адаптера в низкопрофильные корпусы. Также у нас идет диск с драйверами. Ну, как бы, конечно, решение такое себе, потому что уже многие компьютеры, в принципе, не имеют аппаратов, которые могут читать такие диски. Ну, как бы есть, если что, можно скачать еще из интернета. Ну и, конечно же, у нас в наборе есть антенки. Давайте посмотрим этот наш адаптер. Значит, вот так он выглядит. Они бывают разного формата. В чем достоинство конкретно этого адаптера? В том, что это фактически реализуется переходник. Это у нас слот M2, куда вставляется вот подобная платка, да, чик, и потом мы можем уже ее использовать для подключения в PCI-Express слот. Это удобно тем, что вы, в принципе, можете открутить, вынуть эту платку и поставить другую, скажем так, более современную, новой ревизии, новой версии, либо даже более современную, и она у вас, в принципе, должна работать. Лично я пробовал сюда подключать более новую платку на основе чипа, если мне не изменяет память, Intel BE200. Вот, и все отлично работало. В данном случае у меня здесь стоит платка на чипе Intel AX210 шестой ревизии. Ну, эта платка позволяет подключаться по протоколу Wi-Fi, так называемому 6E, расширенному, плюс реализуется Bluetooth адаптер Bluetooth версии 5.3, причем Bluetooth той версии, которая поддерживает сама вот эта маленькая платка. То есть, если вы ее поменяете на какую-нибудь другую, более современную, и там будет, допустим, версия Bluetooth 5.4, то и реализовываться будет 5.4. Очень удобно, можно открутить, снять платку, допустим, если у вас поменяется материнская плата, можно будет ее переставить в M2, да, ну, либо просто поменять какую-нибудь более совершенную. Вот так она выглядит, собрана она качественно, очень технологично, никаких нареканий по качеству нету. Нет, у нас здесь, значит, есть разъемы для подключения антенн. Вот так это выглядит. Два с виду позолоченных разъема. Если они позолоченные, то это большой плюс. Как правило, это улучшает контакт. Ну и наши антенки подключаются. Давайте попробуем, покажу, как это происходит. Раз антенка. Так. Вторая. Так, поставили. Ну, и, собственно говоря, они регулируются, могут вращаться, да, можем их согнуть в нужное для нас положение, как будет удобно, исходя из конфигурации там вашего стола, компьютера, да, рабочего места. Так, также у нас в комплекте идет вот такой USB кабель, так он называется в инструкции, и
исходя из инструкции, подключение этого провода обязательно, если вы хотите использовать возможности подключения через Bluetooth. Это подключается, у нас есть здесь разъем. Так, чтобы я не перепутал. Вот, а второй подключается в USB разъем на материнской плате. Давайте я вам покажу. Для этого я нашел старую материнскую плату. Минуту. Давайте сделаю такой импровизированный стенд. И вот наша плата. Вы на саму плату особо не обращайте внимания. Это старая древняя плата на разъеме Socket 775. Вот. Но ее будет достаточно для того, чтобы показать, как происходит подключение платки вот, нашего Wi-Fi адаптера. Так, давайте. Вот у нас здесь присутствует на материнской плате разъем PCI-Express 1X. И вот наша плата вот так вставляется. Давайте вот так, чтобы было лучше видно. Ну, собственно говоря, вот где-то здесь проходит линия нашего условного корпуса. И вот наша плата закреплена. Да, и вот у нас антенки, и их можно, допустим, повернуть. Чик, можно разогнуть, тоже повернуть, да. Вот, ну, то есть, как вам будет удобно, смотря как у вас подключен, поставлен корпус. Тут мне просто на видео не очень удобно это все поворачивать. Ну, вот как-то так оно может выглядеть, да, у вас. Далее у нас есть вот этот кабелек, и согласно инструкции его нужно подключить в USB коннектор, который есть на любых платах. Вот здесь у нас есть тоже ключ, видите, заглушка, и перепутать вы ничего не сможете. Вот USB вставляется. При таком подключении у вас будет с помощью одного адаптера и подключение через Wi-Fi, и подключение, возможно, других устройств через Bluetooth. Ну, это у нас разъем PCI-Express 1X. Если у вас будет свободен другой какой-нибудь разъем PCI-Express, вот у меня тут есть как бы 16-иксовый, да, полноразмерный, и он будет вдруг свободен, и вам будет удобно в него подключиться, то, пожалуйста, без проблем тоже будет все работать. Вот, вставили, и все у нас тоже должно хорошо, замечательно работать. Вот. Что ж, в принципе, я вам все рассказал. Надеюсь, я на некоторые ваши вопросы ответил. И если вы хотели подключиться к интернету, к беспроводному, то вы сможете с помощью этого видео, благодаря ему, подключиться наконец-то. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Также в комментариях задавайте вопросы, или если у вас есть какая-нибудь дополнительная информация, тоже можете ее указать в комментариях. На этом спасибо вам, всего хорошего, до свидания.